Привет, друзья! В этом видео мы разберем валидацию формы перед отправкой на сервер, чтобы избежать ошибок и неправильных данных. Покажу, как проверить имя, e-mail и пароль с помощью чистого JavaScript и без сторонних библиотек. Больше кода, меньше слов. Погнали! Итак, в index.html создадим форму. Form. Action. Укажем хэштег. Мы никуда форму не будем отправлять, поэтому этого достаточно. ID form и класс form. Заголовок h1 с классом form title. Регистрация. Далее добавим блоки form item, в которых расположим label, подпись для поля ввода, в нашем случае для name, с классом form label. Имя. И, соответственно, input с типом текст. ID мы уже указали в label, name. Берем автозаполнение с помощью атрибута autocomplete и укажем off. Класс form input. И теперь мы можем скопировать этот блок и поменять label для e-mail. Тип поля ввода также поменяется, e-mail. И поменяем название e-mail. И нам остается только указать блок для пароля. Поменяем в label password. И поменяем также тип поля ввода. Именно для пароля. Пароль. Далее нам остается добавить лишь кнопку отправки нашей формы. Button с типом Submit. И укажем класс Form BTN для стилизации. Подпишем «Отправить». Style CSS для начала обнулим все ненужные стили. Внутренние отступы, внешние. Пропишем box sizing border box. Для кнопки сразу уберем фон, который задан по умолчанию. Border. И добавим курсор pointer. Для body зададим Shift Arial стандартный. Укажем Display Flex и расположим наш блок строго по центру. Сам же body у нас будет на весь экран, на всю высоту. Зададим фон. Для input зададим display блок на всю ширину родителя. Укажем border. Немного закруглим края на 5 пикселей. Размер шрифта пусть будет 16. И внутренний отступ со всех сторон по 10 пикселей. Для label укажем жирность 700.
сделаем блочным элементом, и теперь мы можем уже задать внешний отступ 3 пикселя. Далее для формы зададим фон. Внутренний отступ у нас будет большим, 75 пикселей. Сразу укажем ширину нашего блока 500 пикселей. Делаем flex контейнером и все элементы расположим в колонку. Это поможет нам разместить нашу кнопку по центру. Далее для заголовка укажем внешний отступ 20 пикселей и расположим ее по центру. Для блоков с полями ввода и их подписями form item также зададим внешний отступ вниз 16 пикселей. Для кнопки отправки укажем свой фон. Зеленого цвета. Зададим цвет белый. Внутренние отступы 15 и 30. И теперь мы можем разместить по центру нашу кнопку благодаря нашему flex контейнеру и размещению элементов в колонку. Зададим немного плавности для нашего фона. И укажем Hover. При хавере будем менять немного фон. На вот такой. Script.js. Для начала нам нужно добавить обработчик события отправки нашей формы. Скопируем ID форм и обратимся к ней по ID. Добавим обработчик события при отправке. Это у нас submit. В этом случае будем вызывать функцию, которая принимает event событие. И для начала предотвратим стандартную отправку формы с помощью event prevent default. Для того, чтобы сначала проверить данные, введенные в поля ввода. Далее создадим переменную is valid и укажем ей по умолчанию true. Изначально наша форма будет полностью валидная, и мы в процессе будем проверять и указывать данной переменной true или false. Далее получим поля формы для имени by ID name. Проверим. Да, видим ID name. Для email password, соответственно, password. Все верно указали. Email и password. Далее добавим саму функцию отображения ошибок. Назовем ее error form. Она будет принимать message, сообщение, которое будет выводиться на экран, и input. Input это конкретно то поле ввода, под которым будет создаваться
наша ошибка. Создадим переменную error L элемент. Create элемент. Добавим div. И теперь мы можем задавать класс для нашего div с помощью class name. Error текст пусть будет. Сюда же мы поместим текст нашей ошибки с помощью message. Добавим стили. Красного цвета у нас она будет. Шрифт font size 14 пикселей. И нам остается лишь ставить родительский элемент input, нашу ошибку. Для этого обратимся к input и с помощью parent элемент родительского элемента append child добавим нашу ошибку. И, соответственно, когда ошибка наша будет появляться, переменная isValid будет принимать false. Для того, чтобы не отправлять форму, если есть ошибки. И теперь мы можем пройтись по полям ввода и проверить каждый отдельно на ошибки. Начнем с имени. Если наше поле с именем пустое, value trim, то есть если ничего нет в нашем поле с именем, принимает значение false. Trim метод помогает нам убрать лишние пробелы по краям. То в таком случае мы передаем в нашу функцию errorForm сообщение message. В нашем случае введите имя и input, под которым данная ошибка будет расположена. Input, соответственно, name. Далее нам нужно проверить e-mail. В строке поиска Google я ввел JS Regular Expression for Email Validation. То есть нам нужно найти регулярное выражение для проверки e-mail. И перешел по первой ссылке. Здесь нам подсказывают различные варианты. Мне понравился вот этот. Максимально общий, максимально подробно осуществляется проверка на наличие даже нескольких символов. И мы отсюда просто можем скопировать наше регулярное выражение. Можем посмотреть еще, как здесь построена логика. Мы для начала задаем переменную регулярного выражения, добавляем его и проверяем с помощью метода тест. И проверяем наш e-mail на соответствие данному регулярному выражению. Return возвращает true или false, соответственно. Итак, копируем регулярное выражение.
и вставляем. Добавляем проверку if. Если не соответствует данное регулярное выражение, с помощью метода test email value опять же уберем лишние пробелы. В таком случае мы опять же обратимся к функции errorForm и передадим ей сообщение. Введите корректный email и покажем, где разместить ошибку под полем ввода email. И все, что нам остается, это проверить наш пароль. Все очень просто. Если password value, берем также лишние пробелы, length меньше 6, то есть проверяем, пароль длиннее 6 символов, либо нет. Если он меньше 6 символов, то в таком случае опять же обращаемся в функцию errorForm, передаем сообщение, пароль должен быть не менее 6 символов. И показываем, где разместить password. И теперь, если мы прошли проверку и наша переменная isValid равна true, if isValid, то мы можем вывести сообщение: форма успешно отправлена. И сбросить форму с помощью метода reset. То есть очистить все поля. Form reset. Так, давайте проверим. Попробуем для начала отправить форму без каких-либо данных. Видим, ошибки появились под нашими полями ввода. Значит, все работает отлично. Давайте заполним, допустим, пароль только. Больше 6 символов. И видим то, что ошибки дублируются. Это не совсем правильно. Давайте это поправим. Для этого добавим функцию clear errors, в которой мы обратимся ко всем элементам с классом errorText с помощью метода forEach. И для каждой ошибки добавим метод remove. Отлично. И теперь нам остается вызвать эту функцию. После отображения ошибки мы как раз можем это сделать. Для того, чтобы очистить старые ошибки. Проверяем. Сначала видим, ошибки появились, все корректно. Заполняем имя. Допустим, укажу себя. И видим, что ошибка пропала. Имя заполнено корректно. Email. Email также введен корректный. И пароль больше 6 символов. Видим сообщение. Форма успешно отправлена. Вот и все. Теперь наша форма оснащена дополнительной проверкой. Исходный код вы сможете найти на моем Boosty канале.
ссылку я оставлю в описании. А если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие еще темы по JavaScript вам интересны. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи в следующих видео.